Добрый день, меня зовут Луна, рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня мы сделаем такой расклад карт Таро, онлайн-гадание, на такую интересную тему, как высшие силы видят вашу ситуацию. Для начала давайте сделаем сигнификацию, какая ситуация сейчас у вас, что вас волнует, какие трудности, что окружает. Посмотрим, чтобы вы поняли, что это ваш расклад. Итак, какая ситуация сейчас у вас? Что вас волнует, наличие трудностей? Сейчас во всем разберемся. Так. Да уж, ситуация смотрите, сейчас ситуация у вас такая, что у вас карты сразу показывают разбитое сердце. Что-то отошло, или сама ситуация, или человек отошел, потому что, в принципе, показывается король мечей. Возможно, он и не был таким воинственным мужчиной. Возможно, просто грубо себя проявил. И также карты показывают, что возможно его отъезд куда-то. Там может быть связано разбитое сердце не только с тем, что буквально закончились отношения, но и с отъездом. Или реально человек закончил с вами отношения и куда-то уехал. Выпадает карта Иерофант. Она говорит о том, что вы очень сильно переживаете по этому поводу, обращаетесь к высшим силам. Также эта карта может говорить о том, что то, что он отошел, это ситуация по судьбе. Давайте разберемся, как высшие силы видят, вашу ситуацию. И не забываем, те, кто на меня подписан и смотрит регулярно, знают, что мы поработаем с препятствиями в конце расклада. Если что-то не по судьбе, если что-то мешает хорошему развитию, какие-то препятствия или просто затягивается, мы обратимся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям с просьбой убрать все эти препятствия. Итак, как высшие силы видят вашу ситуацию? Сейчас мы больше поймем, к чему там был Иерофант. Как высшие силы, покажите мне, карты Таро, видят ситуацию? К сожалению, к большому сожалению, тут видят ситуацию, то есть был сделан ритуал. И как они видят ситуацию? Да, была лестница, мельница, которая работала. Все происходило своим чередом, она приносила деньги, эмоции, то есть был единый организм живой, возможно, семья, все работало как часы. Деньги были, рыбы это деньги. И произошла определенная развилка. И эта развилка, то, что жизнь пошла совсем по-другому, это далеко не ваше решение, далеко не по судьбе. То есть, Иерофант тут
Теперь понятно, что показывал, что это не то, что это не судьбоносный мужчина, а то, что здесь мешались совершенно другие материи, да, скажем так. То есть какой-то человек распустил сети и сделал ритуал. Хорошо, давайте глянем, возьмем другую колоду, посмотрим подробнее, что за человек, что за ритуал, что вообще случилось, почему. Видите, этот человек позавидовал вам, то, что у него нету гармоничных отношений, да, он отшельник, возможно, его даже люди не воспринимают, ну и второй половинки, естественно, карты показывают, что у него нету. Он позавидовал вашему счастливому, такому эмоционально и вообще полный кубок жизни, да, то, что мужчина вас любит, то, что мужчина, ну, и вообще, может быть, это и другие мужчины, то, что много эмоций вам выражают, говорят спасибо, то, что у вас были очень гармоничные отношения с этим мужчиной. Что он сделал? Ну, он захотел повернуть колесо фортуны своим действием, чтобы все это пришло ему, включая деньги. Ну, видите, опять иерофант. Ну, что тут сказать? Ну, вот так он обратился и украл ваше счастье. И что ему? Да, у него увеличилось его счастье. Счастье ваше перешло к нему. А давайте посмотрим, кто этот человек. Давайте попробуем у карт спросить, кто этот человек. Вот он из близкого, да, вашего окружения, родной человек, совершенно посторонний. Это тот человек, к которому ушел ваш мужчина, да. Давайте это уточним. Кто это? Там какой-то был союз троих. Поводу мужчины действия, да, а вас ограничили, видите, в какую вас ситуацию загнали, то есть вы теперь вот полностью ограничены, да, то есть забрали все, забрали любовь, забрали деньги, забрали везение, даже, возможно, уважение, ну как уважение, ну то есть вы уже не в том состоянии, чтобы так, как обычно, вы помогаете людям, всем остальным, то есть круг людей тоже стал меньше, вы теперь только защищаетесь, да, вы боретесь за свою жизнь, вам страшно, ну, как-то он еще и не успокаивается и продолжает, то есть ему этого еще и мало, он хочет больше. Так, скажите мне карты, кто это? Ну, смотрите, мне идет мужчина. Может быть, это женщина с очень мужским характером, да, с мужскими целями. То есть так, что вот буквально ее мужчиной, да, показывает. Это человек, тот, который это сделал, да, он именно сделал, чтобы любовь забрать. И он это сделал, дав вам какую-то помощь. То есть вы этого человека знаете. Он где-то недалеко живет. Вы часто с ним общаетесь. Нет, это все-таки женщина. Это женщина, которая позавидовала деньгам. Деньгам и чувствам, видите, две королевы. Позавидовала, хотя, в принципе, иллюзорное это счастье, она думает, что это ей все придет, ничего ей не придет. Мчится что? Мчится
Отмера, расплата, и бумеранг ей мчится. Хорошо, скажите, давайте тогда посмотрим, если это был ритуал, да, его нужно как-то убирать, что делать с этим ритуалом, да, что, чтобы его действие убрать, или он, может, уже сам отходит, или он вернется, что нужно делать? Работать, действие, уничтожить иллюзии этого человека. Опять он, видите, паж пентаклей падает. Эмоции, дети. Так, давайте другую колоду возьмем. Не совсем мне понятно. То есть много чего показывает, что нужно действовать. Давайте возьмем оракул и разберемся в этой ситуации. Очень сложной ситуации на самом деле. Что нужно сделать для того, чтобы убрать? Так. Ну, во-первых, вы запутались, да, карты показывают, что вы вот находитесь как в лабиринте, да, и зеркально, даже в зеркальном лабиринте, да, и вот этот человек недалеко. Механизм этот запущен, кольцо, ну, то ли на развод, то ли буквально кольцом работает в доме. Что в доме? Ну, понятно, что не самый хороший. Так, что сделать? Что делать? Чтобы, да, чтобы вернуть, что нужно сделать? Отходит этот плохой человек. Интересно. Интересная картинка идет. Понимаете, этот человек вот такой вот магии наделал, да, вот нечего ему было делать, а ему-то возвраточка идет по роду. Другие у него проблемы совершенно, да, возвращается ему другим, ему уже не до этого короля, не до вашего счастья. Что-то с детьми у него плохо. О, Господи, не дай Бог. Так, ну, то есть надо, не надо. Говорят, само отойдет. Само отойдет. Может, письмо, кстати, прислать. Или сообщение какое-то. Высшие силы вступятся, мы как раз к ним будем обращаться. Так, ну, ситуация сложная, но не настолько. Вы уже свое отмучились. Вы уже свое отмучились в этой ситуации. И давайте смотреть дальше. Но, естественно, я очень советую вам досмотреть видео до конца и обратиться как раз к высшим силам. Так, смотрим. Теперь давайте на Таро посмотрим. Как высшие силы видят эту ситуацию, да? Давайте еще у Таро спросим, у Оракула мы спросили. Теперь спросим у Таро, как выйти из этой ситуации. Красноречиво, конечно. Сейчас расскажу. Ну, было... Ситуацию видят карты так, Таро. Они видят, что была полная идиллия. То есть вам было комфортно, все было, даже кот лежит там. А потом начались какие-то ссоры, может, даже до драк доходилось, недопонимание, обман. Вот просто как будто бы 10 мечей вонзили вам во все тело и в сердце. То есть очень болезненная ситуация, при том, что вы женщина, вы вы выпадаете императрицей, да, императрицей, вы
символ чистоты, плодородия. В вас заложено все, да, и любовь к детям, и много очень любви, чтобы дарить другим людям. Хватает людей, добра и на людей остальных. И очень много к вам обращаются, вот как к источнику. Вот эти звери идут, да, они идут к вам все. И вот так, давайте, что еще карты хотят посоветовать. Так, подождите. Ой. Так, смотрим, что карты еще хотят посоветовать. Угу. Так, сейчас я открою, чтобы у меня не сбивалось. Все выложу, а потом открою, потому что у меня сразу возникают картинки с другими вопросами. Мир. Начало. Но смотрите, карты советуют меньше говорить о том, что у вас хорошо всем окружающим. Как бы счастье любит тишину, буквально говорит. И карты также говорят, что будет новое начало, то есть возрождение, все будет по-другому, и деньги вернутся. И деньги сможете добыть. Но страшно вам сейчас. Страшно. Что еще карта скажет? По справедливости все вернется тому человеку. По справедливости, да, за все его плоды он примет. Все, что он получил, все, что он сделал к вам и к нему и вернется. Да. И вы об этом узнаете. Вы об этом узнаете. И будете, кстати, стоять перед выбором, помочь этому человеку или не помочь. И что? Денег он у вас попросит, придет. Да, попросит денег, скажет, у вас много. Где же у вас уже много? Ну, вот с такими намерениями придет. И что нужно сделать? Нельзя давать деньги, карта смерти. Не давать. Он придет, он проявится. Так, хорошо. Как хорошо. Дальше. Давайте спросим совет ангелов, да, как поступить в этой ситуации. И приступим уже к тому, чтобы убрать все плохое, обратиться к высшим силам, к ангелам, к хранителям, к силам вашего рода. Так, совет ангелов по этой ситуации, что делать? Десятка динарий. Наслаждение небольшой роскошью в жизни. Проведите немного времени наедине с собой в тишине. Успешная самостоятельная предпринимательская деятельность. Ну, если сказать буквально, то десятка динарий нам говорит о том, что нужно деньги сейчас придержать, они скоро появятся, во-первых, да, и говорят о том, что чуть-чуть осталось подождать, ну и, видимо, намекают опять на то, чтобы, когда этот человек придет к вам, попросит денег, ему не давать. Такой тяжелый расклад получился, да. Так, вот эти советы мы убираем сразу. Так, давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Точнее, что здесь нужно сделать из того, что у нас осталось. Так, разбитое сердце убираем. Ну, отошел мужчина, так отошел. Захотите, скажете об этом, чтобы вернулся. Так, убираем ссоры из вашей жизни. Убираем то, что ножи в спину. Убираем обман. Оставляем вас императрицей. Начало новое. Убираем ваши страхи.
То, что по справедливости все вернется, об этом и попросим. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что мы там убрали. Убрали разбитое сердце, убрали ссоры, убрали то, что куча мечей режут ваше тело, душу, убрали обман, убрали страхи. Так, девочки, ну, расклад тяжелый, очень стараемся, хотя, в принципе, у нас должно все получиться, да. Я ищу карту Верховного Суда, вы вспоминайте свой род, к которому мы будем обращаться, всех тех людей, которые за вами стоят. Так всегда почему-то хочется хороших раскладов, чтобы вот выпало, что вот все вот хорошо, да, у этого человека, а будет еще лучше. Ну, почему-то очень часто такие тяжелые, да, расклады. Это настолько сложно. Я представляю, каково вам. Так, карта суда есть. Ищем карту мира. Видите, сколько надо перебрать всех событий, чтобы это все убрать. Надеюсь, с первого раза даже карта не показалась. Ну, конечно, порча, сделанная специально. Естественно, это очень тяжело убирать. Так, карта мира ищем. Я, конечно, это все могу вырезать, но это как бы то, что вам нужно. Вам нужно сейчас сосредоточиться. Это время не случайно появляется. Видите, все перевернулось, колода вся с ног на голову. Потому что ситуация сложная. Нашлась карта мир. Да, вот видите, непросто. Непросто. Так, значит так. Сейчас, секундочку. Карты рассыпаются. Что вообще происходит? Так. Да, кстати, не забывайте лайкать, подписываться. Для того, чтобы подписаться, надо вот на вот это вот мой значочек нажать. Так, сосредоточились. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, весь негатив, который показал этот расклад. Пусть возвращается тому, кто виноват. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы были любимыми и любили, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия, негатив по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новые пути. Да будет так. Так, мы сейчас проверим, получилось ли у нас убрать с первого раза. Если нет, повторим. Так, и не забываем в комментариях для закрепления писать «Спасибо, да будет так».
Смотрим. У всех ли получилось убрать тот негатив, препятствия, которые показал этот расклад? Честно говоря, мне уже впервые такой сложный расклад. Так, императрица, замечательно, деньги. Ну. Так, девочки, все у нас получилось. Императрица. Это прекрасная карта, эта карта ваша выпала в раскладе, да. И король денег, это может говорить и о новом мужчине, который появится, это может говорить о том, что вообще деньги появятся в жизни, наконец-то закончится эта полоса. Это может говорить о том, что и прошлый мужчина появится с деньгами, если он был с деньгами, да. Это говорит о мужчине с деньгами, и вас счастливая, прекрасная пара. Рада, что так получилось с первого раза. Если, девочки, кто-то чувствует, что с ним не произошло, да, можно этот участок пересмотреть, да, если вы чувствуете. Ну, хотя показывает, что полностью практически всем девочкам помогло. Тем, кому по судьбе, то есть это не магия какая-то черная, да, это мы обращаемся к силам рода, к высшим силам, к ангелам-хранителям с просьбой убрать то, что постороннее, то, что нам не по судьбе. Это совершенно другое. Меня зовут Луна. Пускай все будет хорошо. Подписывайтесь, лайкайте. И да будет так. Спасибо, да будет так.